Всем привет! В этом видео я покажу, как сшить сумку-мешок на два отделения для спортивной одежды и обуви. Вот так она выглядит внутри. Припуски боковых швов и дна обработаны на швейной машине двойным швом, а верхние в подгибку с закрытым срезом. Для фиксации шнура внизу сумки вшиты петли из ткани. Для пошива такой сумки понадобится линейка, маркер для ткани, ножницы, булавки, шнур длиной 3 метра, у меня полиэфирный шнур диаметром 4 мм. Ткань для сумки у меня тонкая плащевка, будьте внимательны при ее выборе, она бывает капризна в пошиве. Также нитки в тон ткани. Выкройка довольно простая. Кроим 3 основных детали. 2 прямоугольника 35 на 45 см и 1 35 на 40 см. Для петель 2 прямоугольника 5 на 10 см. При раскрое и пошиве обращайте внимание на направление рисунка на основных деталях, если он есть. Также советую использовать линейку-угольник, чтобы детали получились без перекосов. Чем ровнее детали, тем проще будет шить. Две основные детали пока убираем в сторону. Берем детали для петель и заутюживаем оба длинных среза на изнаночную сторону на 7 мм каждую. Затем складываем пополам и утюжим еще раз. Вот что получается. Затем берем деталь с середины и заутюживаем ее верхний срез на изнаночную сторону, сначала на 1 см, затем еще на 1,5. Далее берем одну из основных деталей и ставим метки для притачивания петель на боковых сторонах, отступив от нижнего среза вверх по 3 см. На заутюженных деталях петель проложить строчку на расстоянии 2-3 мм от сгибов по периметру. Заутюженный верхний край средней детали фиксируем строчкой с закрепками в начале и в конце. Далее берем основную деталь, на которой ставили метки. Деталь петли сложить пополам, наложить ее на основную деталь срезами к срезу и от метки вверх и притачать. То же самое повторить со второй петлей. Швы приутюжить. Складываем сумку так. На основную деталь, которая без петель, изнанкой к изнанке сложить деталь середины. Сверху на нее изнанкой к лицу деталь с петлями. Все детали уравнять по нижним срезам и зафиксировать булавками. Далее на верхней части основных деталей, на уровне, где между ними располагается верхний край средней детали, нужно сделать надсечки, примерно по 5 мм глубиной с каждой стороны. Вот так. Прокладывать боковые швы нужно от надсечки до низа, полностью захватывая деталь середины. Ширина шва 1 см. Швы приутюжить и срезать по 5 мм припуска с каждой стороны от надсечки до низа. Припуски заутюжить на одну из лицевых сторон.
затем вывернуть на изнаночную сторону и заутюжить в раскол, то есть припуски располагаются между лицевыми сторонами деталей. Свободные припуски от надсечки до верхнего края сумки расправить на изнаночную сторону. Надсечь немного больше, если это требуется, но не далее, чем будет проходить основной боковой шов. Проложить строчку от надсечки до низа по изнаночной стороне боковых швов. Ширина шва 1 см. Срезанные припуски должны оказаться внутри шва. Приутюжить. Далее заутюжить припуски на одну из сторон. Надсечку углубить до бокового шва, но не доходя до строчки 1 мм. Часть свободных припусков от надсечки до верхнего края сумки разложить в разные стороны и приутюжить. Они должны легко развернуться. Вывернуть сумку на лицевую сторону и расправить. Проложить строчку по нижнему краю сумки. Ширина шва 1 см. Приутюжить шов и срезать 5 мм припуска. Вывернуть на изнаночную сторону и заутюжить в раскол так же, как боковые швы. Уголки, которые образовались от боковых швов, расправить и заутюжить на одну из сторон. Проложить строчку по изнаночной стороне низа. Ширина шва 1 см. Вот что получается. Теперь обработаем боковые верхние припуски. По заутюженным припускам по изнаночной стороне проложить строчку от верхнего среза к боковому шву. Затем повернуть, захватив строчкой припуск бокового шва на 5 мм. Затем снова повернуть, продолжая строчку от шва к верхнему срезу. Ширина шва 5 мм. Такую же строчку проложить с другой стороны и приутюжить швы. Верхние края сумки заутюжить на изнаночную сторону. Сначала на 2 см, затем на 2,5 см. Подворот должен быть впритык к боковому шву. Зафиксировать верхний припуск строчкой по кругу. Строчка проходит на 1-2 мм от внутреннего сгиба припуска, закрывая верхние срезы боковых швов. Вот что получается. Швы крепкие, все припуски красиво закрыты. Обязательно утюжим все швы. Отмеряем необходимую длину шнура. Она равна 2 длины боковой части плюс 2 длины верхней части плюс припуск на узел. Необходимо 2 таких отреза.
Края шнура можно запаять с помощью зажигалки. Вдеваем шнур при помощи специального приспособления или обычной булавки. Один шнур входит со стороны одной петли и выходит на ту же сторону. Продеваем в петлю и завязываем на узел внизу. Другой также со стороны другой петли. Таким образом мешок легко затягивать. Вот такая сумка-мешок получается в итоге. Для школы или спортивных занятий это незаменимая вещь, когда в одно отделение можно положить обувь, а в другое спортивную одежду. Всех благодарю за просмотр, лайк и подписку. Всем пока!